Урок первый. После установки HDSQL мы видим окно с запросами. Посмотрим на саму таблицу Orders 2. Нажимаем на нее и смотрим ее структуру. Тут вкладка Data. Это данные этой таблицы. Dep департамент, ID, MatName, ID. Это видно вся таблица. Также ее структуру можем посмотреть. Нажимаем вкладку Table. Orders 2. Что мы тут видим? Значит, поле Dep. У нас символьное поле длиной 4 символа. Поле ID. Integer. То есть целочисленные значения. Цифровые целочисленные значения. Вот видите. Дата. Dep. У нас 4 символа. Структура. ID. Integer. Целочисленное значение. Точками разделяются разряды, чтобы было более удобно смотреть, анализировать. Дальше идет опять char, MatName, EDI, это все char. То есть символьные значения. Это все символы. Видите, символы, символы, символы. Дальше идет поле range. Поле range у нас идет integer. Целочисленные цифровые значения. Потом квартал тоже целочисленные значения integer. Видите цифры. Потом идет столбцы prof1, prof1 price, prof1 sum. Prof1 это количество. Количество не всегда целочисленное. То есть тут 5,25, например. Поэтому это число real. Тип данных real. Цена price тоже real. И сумма тоже real. Вот такая вот структура. Там есть еще и другие поля, но о них чуть позже. В основном структура такая. Поля и их типы данных. Char это символьные значения, integer это числа целочисленные, и real это числа с дробной частью. 1,10 и тому подобное. Вы можете про DataType более подробно почитать, если вам интересно, где-то в интернете. Вот такая вот таблица. С этой таблицей мы и будем работать. И вкладка Query, где мы будем выполнять запросы. Первый запрос, который мы сделаем, будет таким. Select звездочка from orders 2. Выполним этот запрос. Нажмем на кнопочку. Вот здесь вот есть кнопочка такая. Execute SQL F9. И тут есть Run. Это запустить все строки. А есть Run Current Query. Запустить текущий запрос. Ctrl-Shift F9. Вот мы его запустим. Ctrl-Shift F9. Запускаем. То есть вот этот вот запрос, который заканчивается точкой запятой,
select звездочка from orders 2, Ctrl-Shift F9. И выводятся данные вот такие данные. Внизу есть лог, который говорит, что выполнил команду такую-то, select звездочка from orders 2, и нашло found rows 30, нашло 30 строк. И за какое время был выполнен данный запрос. То есть, что означает эта строка? Select – это выбрать, означает. From означает из, то есть выбрать из. А потом дальше идет набор данных, в данном случае наименование таблицы orders 2. То есть select from orders 2 означает выбрать из таблицы orders 2. А что выбрать? Выбрать все. Звездочка означает выбираем показать все поля. Вот оно и показало всю таблицу. Все поля этой таблицы, все данные этой таблицы. Если же мы хотим, чтобы выбрались все данные, но показались определенные поля, определенные столбцы, то мы эти столбцы должны записать через запятую. Вместо звездочки записываем все поля подряд, которые нам необходимо, чтобы вывело. То есть select. Перечисляем потом поля. Dep. То есть нам покажется поле Dep, поле ID покажется, поле mat и поле mat name из этой таблицы. Попробуем это выполнить еще раз. Ctrl-Shift F9. И что мы видим? Да, действительно, тоже показала 30 строк, но показала не полную таблицу, а только определенные поля. Dep, ID, mat, mat name. Вот. На этом пока и закончим урок.